Добрый день, друзья! Всегда интересно узнать, что же я приобрела в Леруа Мерлен. Недавно был обзор орхидей, привезенных в этот магазин. Ссылочку оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео. А сейчас покажу те 3 новых орхидеи, которые я купила. Правда, они все без названий. Ну, по крайней мере, те, которые сейчас у меня стоят на столе. Вот это первая орхидея. Я такую расцветку встречаю первый раз. Если кто-то название знает, подсказывайте. Большое спасибо, что в прошлый раз нашлись названия всех 5 биглипов. Огромное вам спасибо! Очень понравилось название «Лунная серенада». И это единственный цветок, который распустил абсолютно все бутоны. Она действительно красавица. Но это я покупала в прошлый раз, а в этот раз совсем другие орхидеи. Отвлеклась. Вот это первая. Состояние корней удовлетворительное. Ну, как можно это расценить? Растущих корней нет. Не залитая орхидея, но корни есть в наличии, и они, посмотрите, есть большие, толстые, не растущие. Но я думаю, что при том, что я никогда не разбираю сейчас орхидеи после покупки, поливаю их только по краю горшка теплой водичкой, они адаптируются в моих условиях, в условиях моей квартиры, привыкают к освещению и очень быстро начинают раскукливать корни и наращивать листики и корни. Вот эта орхидея обязательно распустит бутоны. Здесь это сразу видно. Листья плотные, но вот эти маленькие фласочные, она листики желтит, она их обязательно отсушит. Желтый биглип. Многие написали, я бы такой биглип обязательно купила. Да, я его обязательно купила. Но с этим биглипом есть много проблем. И за ним мы будем с вами внимательно наблюдать. Я думаю, что если он распустит пару бутонов, вот этих хотя бы, это будет очень хорошо. Самый последний, крайне маленький, он уже начал сушить. И не потому, что ему не подходят условия или освещение, у этого биглипа практически нет корней. И вот я его специально, ну, помимо того, что он мне очень понравился, специально купила для того, чтобы опять показывать вам, как даже орхидею совсем почти без корней, видите, в горшке, ну, вот здесь проглядывает 2 маленьких корешка. И есть 2 воздушных. Как же орхидею совсем без корней восстановить? Многие, когда покупают орхидею в таком состоянии, то есть нет видимых корней, нет, это очень плохо. Сразу начинают ее разбирать, смотреть, какие у нее корни. Сейчас она будет терять тургор листьев. Но если бы эта орхидея осталась в магазине, то 100% через буквально неделю она бы превратилась в реанимашку. Но с этой орхидеей мы попробуем не превращать ее в реанимашку, оставим все как есть. И опять полив по краю горшка. Думаю, что у нее пойдут корни от шеи. Ну, с цветочками не повезло. Отсушит, точно отсушит все бутоны. И будем надеяться на то, что она хотя бы от этих корней или вот от этого единственного видимого большого корня начнет растить новые. Приходится положить утяжелитель, небольшой камень, потому что цветонос наклоняется
в одну сторону и тянет за собой горшок, все время хочет орхидея перевернуться. И еще один биглип. Но как было не взять вот этот биглип к той компании, которая у меня уже есть. Этот биглип чем-то похож на Аладдина. Сейчас я поставлю рядом Аладдина, и мы сравним с вами, что же в них общего, а что же в них разного. Вот Аладдин. И когда стоят рядом, сейчас поставлю какой-нибудь так, чтобы можно было разглядывать крупный цветок. Что же в них разного, а что же в них одинакового? На губе одинаковые усы. Краб идет от середины цветка. Есть небольшая розовость лепестков, но все-таки они разные. У нового биглипа губа с желтизной внутри. А так, есть какое-то сходство, ведь правда? Может быть, это Аладдин какой-то новой окраски. Но я купила его не только поэтому. А мне он напомнил совсем другую орхидею, которая у меня есть и очень давно. Ну, конечно, это не точная копия, но может это производная вот от этой орхидеи. Это орхидея Рембрандт. Посмотрите, мне кажется, больше похожа на эту орхидею. Я когда увидела, я сразу вспомнила о своей орхидее. Думаю, ну в пару. А потом посмотрела еще внимательнее. Думаю, ну очень похожа на все прошлые мои. По крайней мере 4 биглипа. Будет 5-й. Такой же биглип. И посмотрите, они, вот эти биглипчики, они очень компактные. Во-первых, цветок не крупный. Вот у Аладдина так, наверное, сантиметров 7, а верхние сантиметров, наверное, 5-6. Здесь тоже есть по одному крупному цветку, остальные все помельче. Но сами розетки, листья покомпактнее. Но так как у нас всегда не хватает места на подоконниках, компактные цветы и компактные орхидеи мы все очень любим. Как всегда, после покупки я протираю листья калийным мылом, зеленым, табачным, дегтярным. Никогда не используйте мыло для рук. Есть у нас в продаже дегтярное мыло для рук. Нет, оно не подходит для того, чтобы протирать листья. В этом мыле есть жирные кислоты, а они закупоривают устица орхидей. Поэтому используйте калийное мыло для цветов. Если нет таких мыл, протрите просто чистой кипяченой водой. Этого будет достаточно снять какую-то грязь. Ну, если тут есть, может быть, паутинки, может быть, есть вредители, по крайней мере, вы от этого всего механически избавитесь. Ну и все, ставим на карантин. Стараемся не трогать цветы. Пусть они стоят и привыкают к освещению, к температуре в вашей квартире. Неделя, 2-3, карантин обычно длится месяц. Ну, месяц для чего? Для того, чтобы определить, есть какие-то вредители или нет. Я никогда не обращаю внимания на подур в горшке, потому что во влагоемком грунте и в коре подуры всегда будут. Это не страшно, не нужно их травить сразу после покупки орхидеи. Когда будете пересаживать, когда пойдут новые корни, тогда вы будете разбираться с этими подурами. Да и вообще, это не вредящий цветку вредитель. Какая опять тавтология, не вредящий цветку вредитель. Подура питается только отгнившей органикой.
А нашими с вами зелеными листиками или чудесными зелеными серебристыми корнями подуры не питаются. Поэтому не нужно сразу заниматься травлей этой живности. А после месячной адаптации можно орхидею поставить в коллекцию, но желательно не поменять условия на худшие. То есть, если у вас она стояла под освещением, то лучше всегда поставить в более комфортные для орхидеи условия. То есть, такое же освещение, такая же температура. Потому что любое перемещение для орхидеи – это всегда стресс. Она может сбросить цветочки, может начать закукливать корни. Поэтому старайтесь не устраивать лишний стресс орхидеи. Надеюсь, что у этих двух орхидей бутончики распустятся. Ну а с желтой придется немножко повоевать. Может быть, через пару недель я вам покажу, как она будет себя вести. Потому что многие стараются разобрать орхидею, разобрали, получили реанимацию, и потом долго ее восстанавливаете. Давайте вот эту орхидею специально попробуем нарастить ей корни, опять же, в ее покупном грунте. А самое главное, не допустить реанимации. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.